В реках в нормальных условиях показатели pH обычно колеблются от 6,5 до 8,5. Значение pH за пределами этого диапазона неблагоприятно для гидробионтов. Для питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения, а также для водоисточников хозяйственного, бытового и рекреационного водопользования норма pH составляет от 6 до 9. Величина pH зависит от многих факторов, в том числе и от деятельности растений. Растения днем усваивают двуокись углерода из воды и снижают ее кислотность. pH возрастает. Ночью происходит обратный процесс. Природная кислотность воды, pH ниже 6,5, характерна для болотных вод за счет повышенного содержания гуминовых и других природных кислот. Повышенная кислотность может быть обусловлена кислотными осадками и техногенными стоками, попаданием в водоемы, не прошедших нейтрализацию сточных вод промышленных предприятий. Кислотность ниже 5 губительна для большинства живых организмов. Значение pH выше 8,5 говорит о щелочности воды, обусловленной как природными факторами, например, повышенным содержанием гидрокарбонатов и карбонатов, так и загрязнением промышленными или бытовыми стоками. Сейчас мы будем определять кислотность воды с помощью pH-таблетки. Будем сравнивать со шкалой. Сейчас что необходимо? Необходимо набрать воды в пробирку до отметки 10 мл. Набираем. Вода набрана до отметки 10 мл. Далее необходимо в пробирку добавить 1 таблетку для определения pH. Так, достали таблетку на определение pH. Опускаем ее в наш образец. Закрываем крышкой. Дальше необходимо переворачивать пробирку до тех пор, пока таблетка по большей части не растворится. Таблетка сейчас на дне. Таблетка, как мы можем увидеть, таблетка растворилась. Теперь нужно сравнить цвет со шкалой. Прикладываем к пустому пространству рядом с световым диапазоном. Сразу же видно, да, что это оттенок не красный, не синий, скорее всего какой-то зеленый. Так как метод качественный, желательно указывать диапазон. В данном случае от 7 до 8. То есть pH воды от 7 до 8. Хотя даже если кажется, что вода потемнее, скорее 8, лучше указывать именно диапазон. pH в поверхностных водах должен быть от 6,5 до 8,5. Если ниже этого показателя, то это уже более кислая среда, выше этого показателя более щелочная среда. Данный метод рекомендуется к использованию в полевых условиях. Тест-комплект Christmas по определению pH общей жесткости и аммония подходит для использования в полевых условиях. И давайте посмотрим, что у него внутри. Так, собственно, здесь есть паспорт комплекта и все необходимые реактивы, также скляночки, пипетки, ложечки. Стоит обратить внимание, что здесь есть удобная инструкция, по которой, в принципе, понятно все, как делать, даже новичок должен справиться. Для определения водородного показателя pH нам понадобится пробирка, в которую нужно будет добавить воду до отметки 5 мл. Также нам понадобится раствор универсального индикатора и шкала, по которой мы будем наблюдать изменения раскраски, соответственно, водородный показатель pH. Пробирку изначально нужно ополоснуть анализируемой водой, где-нибудь 2-3 раза. Так, далее налить воды до отметки 5 мл. Так, вот мы набрали воды до отметки 5 мл. Далее предлагается добавить из флакона капельницы 3 капли раствора универсального индикатора и стряхнуть пробирку. Достаем пробирку. Стряхиваем.
Так, можно заметить, что происходит изменение цвета. Дальше нужно провести визуальное колориметрирование пробы, то есть сравнить со шкалой. Прикладываем к белому полю, смотрим прямо внутрь пробирки сверху и сравниваем с цветом на шкале. Да, явно у нас не синий, явно у нас не оранжевый, вот скорее зеленый и скорее ближе к 6,5, чем к 7,5. Но это вот опять же даже советуется, может быть, нескольким людям посмотреть для более точного определения, потому что концентрация может быть между. Да? Тут 6,5, здесь 7, может быть, там, допустим, 6,8 примерно. То есть вот если несколько человек посмотрят в команде, и какая-то средняя концентрация найдется. Так, теперь, соответственно, воду нам нужно это вылить будет. Пробирочку промыть чистой водой. И обязательно закрыть и убрать раствор универсального индикатора. Сейчас мы будем с вами определять кислотность воды или значение pH с помощью pH-метра. Достаем. Обращаем внимание, что pH-метр хранится в защитном колпачке. И в колпачок необходимо добавлять буферный раствор для того, чтобы прибор работал верно. Итак, снимаем колпачок. Прибор нужно ополоснуть в исследованной воде. Прибор необходимо опустить в воду. Главное, не выше, чем вот данная отметка. То есть желательно где-то вот до сюда, не больше. То есть сейчас у нас воды немножко, мы показываем, вот как у нас есть. Главное, что нижняя часть прибора, которая участвует в измерении, опустилась. И далее включаем прибор. И ждем, когда показатель, цифра на экране, стабилизируется. Так как прибор показывает значение единиц с десятыми, сотые немножко колеблются, но мы видим, что вот 6 и 4, да, то есть значение pH соответствует 6 и 4. Да, практически уже остановились колебания. 6,45, 6,46. Можно записать значение. Это меньше, чем приемлемый диапазон pH для поверхностных вод, то есть желательно с 6,5 до 8,5, чтобы было pH. Ну и точно так же для питьевой воды, то есть если где-то исследование питьевой воды, то тоже от 6,5 до 8,5, то есть здесь уже такая немножко слабокислая вода. Так, далее прибор нужно вынуть, встряхнуть, отключаем его. В колпачок можно добавить буферный раствор с pH 7 и хранить так прибор.